Здравствуйте. Банкнота 50 фунтов стерлингов Гибралтара вот в таком дизайне первоначально была выпущена в 1995 году в качестве самого высокого номинала новой линейки банкнот и была посвящена 30-летней годовщине смерти сэра Уинстона Черчилля, чей портрет мы видим здесь на оборотной стороне банкноты. После этого в 2006 году банкнота такого же дизайна была выпущена повторно, но уже с новой датой и подписями. И именно такую банкноту 2006 года я держу сейчас в руках и предлагаю вам рассмотреть ее авиационную составляющую. Основное изображение оборотной стороны банкноты посвящено самолетам, о чем здесь прямо сказано. Вот надпись «Спитфайры на Северном фронте, 1942 год». И это изображение посвящено конкретному эпизоду Второй мировой войны, когда в июле 1942 года в Гибралтаре была размещена специальная сборочная группа королевских ВВС, которая занималась сборкой и испытательными полетами самолетов, доставленных в Гибралтар морем из Великобритании. Первоначальной задачей этой группы была подготовка самолетов для усиления британской авиационной группировки на Мальте, в частности, вот фотографии, в том числе и на фоне той же самой знаменитой Гибралтарской скалы, которую мы также видим и на банкноте, где эта группа работает над партией из 70 спитфайров и 27 харрикейнов, которые прибыли в Гибралтар в сентябре 1942 года, которые были полностью собраны и испытаны за 11 дней. В частности, вот на этой фотографии механики устанавливают двигатели на Spitfire Mark V, а за ним видны фюзеляжи Hawker Hurricane еще в упаковочных ящиках. А 28 октября 1942 года в Гибралтар прибыла партия из 116 спитфайров и 13 Hawker Hurricane, которые имеют, собственно, непосредственное отношение к тому событию, которому посвящена целиком вся оборотная сторона этой банкноты, а именно к операции Торч, операции по высадке союзников в Северной Африке. Вот здесь в верхней части банкноты мы видим изображение опознавательных знаков королевских ВВС и ВВС США и факел в качестве иллюстрации названия этой операции. Напомню, что торч по-английски это факел. Единственный момент, который для меня здесь остается загадкой, это почему опознавательные знаки военно-воздушных сил союзников, они здесь изображены не совсем верно. Давайте остановимся на этом поподробнее. По-моему, это очень интересно, особенно с учетом того, что, насколько я знаю, это вообще единственная банкнота, где вот так вот элементом изображения являются знаки каких-либо вообще военно-воздушных сил какой-либо страны. Итак, опознавательный знак королевских ВВС, который справа, здесь изображен в том виде, как он существовал до июля 1942 года, тогда как в июле 1942 года к нему было добавлено еще одно внешнее кольцо желтого цвета. То есть по-правильному этот знак должен был бы выглядеть вот так. Это так называемый тип C1. Что же касается опознавательного знака ВВС США, то здесь белая звезда в любом случае должна быть на синем фоне, а не на красном. Вообще непонятно, откуда здесь красный фон взялся. Ну и кроме того, американцы для идентификации своих самолетов, использовавшихся в рамках операции в Северной Африке, тоже добавили сюда для своего знака внешнее желтое кольцо. И для того, чтобы он стал похож на знак британский, такой дополнительный круг здесь нарисован, изображен, но он почему-то не желтого цвета. В общем, насколько я это понимаю, правильные опознавательные знаки ВВС союзников, использовавшиеся во время этой операции «Факел», они должны были бы выглядеть вот так. И очень странно, что на банкноте они изображены неверно. Но если я где-то здесь ошибаюсь, что-то неправильно интерпретирую, пожалуйста, скажите. Если же вернуться непосредственно к самолетам, то, как это прямо указано на банкноте, это известнейшие истребители Спитфайры, точнее Спитфайры 5, скорее всего 5B, потому что именно такие самолеты прибыли в Гибралтар вот в конце октября 1942 года для участия в операции Торч. И несмотря на нехватку личного состава, специальная сборочная группа, о которой я сказал, при поддержке солдат Мальтийской бригады провела испытательные полеты, испытания пушек всей партии этих самолетов как раз к началу операции, к 8 ноября
1942 года. Точного совпадения того, что мы видим здесь на банкноте с оригинальными фотографиями тех лет, я, к сожалению, не нашел. Но очевидно, что здесь изображены именно те самолеты, именно в той же локации на фоне Гибралтарской скалы. Что же касается сэра Уинстона Черчилля, то в тот же период времени, в августе 1942 года, он посещал Гибралтар. То есть здесь его портрет очень к месту, рядом со спитфайрами, с символами операции «Факел». Ну, как бы это все единое, имеет единый общий смысл. Ну и в завершении нельзя не сказать несколько слов об обезьянах, точнее о берберийских макаках, которые изображены на лицевой стороне банкноты. Известно, что, согласно легенде, британское правление в Гибралтаре будет сохраняться до тех пор, пока эти макаки обитают на той самой Гибралтарской скале. Поэтому, в частности, в разгар Второй мировой войны, 2 сентября 1944 года, Черчилль издал специальную директиву об увеличении популяции берберийских макак здесь, вот на этой Гибралтарской скале, для того, чтобы Гибралтар продолжал оставаться под властью Великобритании. Такая вот интересная история, интересная банкнота у нас сегодня. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.